Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех зрителей канала ProBeauty KZ. Меня зовут Джунисова Асель, и сегодня я хочу вам показать один из видов самомассажа, техника по маслу, скульптурно-дренажная техника. Этот вид самомассажа подходит больше тем, у кого стройное лицо, у кого очень мало подкожной жировой ткани, у кого атоническая кожа, то есть присутствует рыхлость. Также обязательно нужно, чтобы лицо было чистое, без всяких высыпаний и аллергической реакции. Первое, с чего я хочу начать, это с нанесения масла. Масло необходимо нанести на всю поверхность шеи, переднюю поверхность, заднюю поверхность, декольте и лицо. Я буду использовать масло виноградной косточки. Распределяю масло по всей поверхности лица. На губы тоже нужно нанести. А также на зону декольте. Также наношу на заднюю поверхность шеи, на трапецию. И ушки. После того, как мы нанесли масло, необходимо провести хорошую прокачку лимфатических каналов. Мы можем начать с прокачки под и над ключичной области. Постучали так. Минуты будет достаточно. Можете немножко плечики приподнять, опустить. Приподнять, опустить. После того, как прокачали мы надключичный лимфатический канал, мы переходим на движение ножницы. Двумя пальчиками под и над ключичную область начинаем массировать, как бы выжимая туда и обратно. Масло способствует хорошему скольжению. Возьму еще немного масла и переходим на большую ножницу, то есть от центра в сторону подмышечных впадин мы, массируя, выжимаем. Угу. 10-15 раз. Угу. Далее переходим на заднюю поверхность шеи и на трапецию. Массируем трапецию, то есть как бы вы пытаетесь схватить, да? Пытаетесь схватить и на себя выжимаете вперед. Схватили и выжимаем вперед. Вот так, хорошо. Также делаем 5-10 раз. Сливаем вперед в зону надключичной области. Хорошо. Теперь массируем заднюю поверхность шеи. То есть заднюю поверхность шеи вы можете массировать вот так спиральками вверх до выйной линии, да, и назад. Вот спиральками пошли вверх. Спиральками мы идем вверх до выйной линии и оттуда обратно вниз и как бы выжимаем вперед в область надключичной области.
И то же самое делаем на следующую сторону. Отлично. Далее переходим на зону передней поверхности шеи, то есть на кивательную мышцу, на грудино-сацевидный отросток. Грудино-ключично-сацевидный отросток. Начинаем делать вот такие движения. Как будто вы выжимаете всю жидкость также в сторону ключицы. То есть, если вы заметили, все движения выполняются снизу вверх. Для чего? То есть мы сначала готовим, да, мы сначала открываем все нужные для нас каналы. Далее, когда мы начнем выжимать и сливать жидкость с зоны лица, то есть вот эти протоки, они должны быть открыты. То есть если они забиты, жидкость никуда не уйдет. То есть мы также остаемся отекшими и не сможем дальше делать движения на тонизацию и на лифтинг лица. Так, кивательную выжимаем. И на следующую сторону. Отлично. Угу. Отлично. Далее переходим на зону подбородка. То есть под челюстное пространство начинаем выжимать большими пальцами. Ставим большие пальцы вот сюда. И начинаем. То есть как бы мы делаем упор, да? Опора — это на наши большие пальцы. И начинаем выжимать. Угу. Также повторяем 5-10 раз. И сливаем вниз. Угу. Переходим на зону лица. Ставим пальчики треугольником, да, вот по центру треугольник. И начинаем выжимать всю поверхность лица. То есть делаем хороший упор. В сторону ушей. И сливаем вниз. И сливаем вниз. Повторим так 5-10 раз. Угу. Хорошо. Хорошо. Теперь всю эту жидкость мы сливаем с зоны лба. Также в сторону. По центру и в сторону. Как бы я как будто бы начинаю отсюда, да, вот приподнимая, вот приподнимая и сливаю. То есть у меня хорошая опора идет на тыльную сторону указательного пальца. Хорошо слили. Далее мы переходим непосредственно к самому массажу, основному, да, сгибаем указательные пальцы, как бы формируя такой некий крючок. И большой палец идет у нас под
под подбородок, да, под челюсть. И начинаем делать хороший такой массаж. Как бы вы и массаж делаете, и выжимаете эту жидкость. Не массируйте. Здесь больше уже идет опора, то есть акцент не на подчелюсть, а больше на тыльную сторону указательного пальца. И тогда получается массаж вот такой. Благодаря маслу у нас идет хорошее скольжение, и мы можем также контролировать глубину нашего массажа, движения. Дальше следующее движение у нас идут щипки. Тем самым, то есть щипок, он не такой глубокий. Из-за того, что у нас масло, у нас, так скажем, плохая цепка, да? Мы не можем зацепиться, поэтому мы больше цепляемся на поверхностную часть. Но щипок, он должен быть не поверхностный, то есть не слабый, как будто вот прям комарик укусил. Достаточно чувствительный. Будет очень хорошая гиперемия. Угу. И тоже делаем, то же самое делаем на следующую сторону. То есть вы же чувствуете, да, что я прям пытаюсь сильно схватить, но при этом пальцы соскальзывают, и щипок такой достаточно крепкий получается. Удобно делать правой рукой. Пощипали сюда и еще раз начинаем выжимать. Хорошо. После того, как мы пощипали, всю жидкость поверхностно выжали, мы начинаем делать вот такие движения. Как бы поднимаем снизу вверх. Особенно большой акцент делайте на уголках губ. То есть лицо при этом расслаблено. Не пытайтесь делать, не напрягайте лицо. Мышцы должны быть расслаблены. И все то же самое повторяю на вторую сторону. То есть движения не слабые, то есть они достаточно глубокие. Я чувствую. Угу. Хорошо. После этого мы переходим на зону носогубной складки. Придерживаем центральную часть и начинаем. Как бы подбирая пальчик за пальчиком, как бы почесывая, да, но в сторону, на внешнюю сторону, то есть в сторону уголка глаз, так можно сказать. Если если вот так вот будете делать, это неправильно, нужно придерживать. Угу. Хорошо. И все то же самое делаем на следующую сторону.
Лифтинг, дренажная техника у нас, скульптурно-дренажная техника, лифтинг, дренажная техника. То есть основа идет больше на дренаж, очень хорошо помогает при отеках. Хорошо. Далее мы сейчас будем разогревать ту Далее мы переходим выше, на центральную часть, то есть на нашу межбровку, на мышцу гордецов. И начинаем вот такие вот движения. Если у вас есть глубокие морщины, то есть заломы, вы можете уменьшить глубину заломов, но полностью морщину разгладить не получится. Поэтому всегда советуется, то есть делать самомассаж и не допускать, не доводить до очень глубоких заломов. Самомассаж очень хорошо помогает, когда морщины начинают только-только появляться, такие мелкие морщины, да, то есть глубина не сильно глубокая вот этой вот морщины межбровки. Если у вас глубокие морщины здесь, тогда рекомендую работать не подушечками пальцев, а прям костяшками. Вы начинаете делать вот такие движения вверх, то есть туда и обратно, да? И начинаете работать наоборот. То есть как вертикально, так и горизонтально. Как правило, вообще сама форма, да, так скажем, линия межбровки, она либо здесь у нас две полоски, либо здесь у нас одна полоса появляется. Поэтому, то есть мы сначала вот так ее расслабим, да, вертикально. Далее мы можем перейти на движение горизонтально. Далее мы переходим на мышцу, опускающую бровь. То есть она у нас находится здесь. Такой корругатор у нас также здесь находится. И мы начинаем ее массировать от центра в сторону. Вот такие движения. Мышцу, опускающую бровь, здесь, которая находится, да, мы можем массировать либо подушечками пальцев, вот так, либо же косточками. То есть косточками будет чуть глубже. Косточками получится более глубокий массаж и более чувствительный. Поэтому смотрите по ощущениям. Хорошо.
могут быть неприятные ощущения и болевые ощущения. Это как раз-таки говорит о том, что мышцы, которые связаны, вот опускающая бровь, да, корругатор, мышцы гордецов, они спазмированы. Поэтому из-за вот этого могут возникать болевые ощущения. В таком случае еще один такое движение есть, еще одно движение есть. Вы можете зафиксировать пальчики вот здесь вот, на этой зоне, и подержать, посчитать до 15. И при этом должно быть достаточно хорошее давление. Будет больно, ощутимо. Вот. Давайте попробуем все вместе. Вот, да? Берем вот пальчики средние, подушечками ставим вот сюда, то есть прям под бровь, под линию, да? И начинаем. Упор идет как бы на косточку, вот сюда. Угу. И начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Оп, убираем. Хорошо. Отлично. Далее переходим на большую скуловидную мышцу, на малую скуловидную мышцу и начинаем делать лифтинг-дренажную технику. Разогреваем ручки хорошенечко. Разогрели, что прям горячие такие руки, ладонь горячая. И положили на лицо. Можете закрыть глазки. Отлично. Погладили. И далее переходим на лифтинг, дренажную технику. Здесь уже делайте так, как вам удобно. Вы можете делать так, можете делать так. Если вам так удобно. То есть здесь, так скажем, наша цель подтянуть это лицо, то есть, да, наше лицо подтянуть и вверх. То есть мы сейчас работаем на лифтинг. Отлично. Далее все то же самое делаем на вторую сторону. Еще раз разогреем руки и переходим. Здесь может быть немножко неудобно, если вы правша, но можно и тоже приловчиться. Отлично. Хорошо. Далее переходим на круговую мышцу глаз. Начинаем с внутренней стороны. Делаем круговые движения. Да, идем по косточке, прямо на краешке, до внешней стороны. Останавливаемся на точке крепления. Поддержали здесь, надавили и посчитайте до 3. 1, 2, 3.
расслабили и проходим по нижней стороне. Остановились на точке крепления и посчитали до 3. То есть надавили и посчитали. 1, 2, 3. Далее переходим снова в верхнюю часть, идем. Остановились. 1, 2, 3. Когда вы останавливаетесь, нужно немножко надавить, чтобы вы почувствовали давление. То есть, когда вы так идете, да, по маслу, по верхней части или по нижней части, давление достаточно среднее, не слабое. То есть, также вы чувствуете. Останавливаетесь на внешней стороне глаз и считаем. 1, 2, 3, надавливая, да. Расслабляем по нижней части. 1, 2, 3. То есть здесь на уголках тоже останавливаемся. Давайте все вместе еще раз сделаем так. Идем по внешней стороне. 1, 2, 3. По нижней стороне. 1, 2, 3. Так вы можете сделать 5 раз. От 3 до 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. А далее уже делать обычные. То есть давление среднее, и можно будет немножко на скорость поработать. Угу. Чуть быстрее, да, чем до этого. Глазки расслабляем, можете прикрыть глазки. И делаем обычные круговые движения. С внутренней стороны в наружную, с наружной стороны на внутреннюю сторону. Отлично. Остановились на уголках глаз в внутренней стороне и начинаем это все выжимать. И вниз. И вниз. И вниз. Отсюда идем на внешнюю сторону и вниз. И вниз. Далее переходим на зону лба. Часто бывают глубокие морщины, появляются на зоне лба, то есть такие горизонтальные, да, вот такие глубокие полосочки. Первое, с чего мы должны начать, это начинаем также работать косточками, да, тыльной стороной руки. У нас у нас морщины идут горизонтально, поэтому мы начинаем делать движение вертикально, туда и обратно. Зона достаточно чувствительная, возможно, будет больно, но необходимо перетерпеть. То есть смотрите по ощущениям, да? Можете начать слегка, то есть чтобы пока мышца привыкнет, разогреется, привыкнет. Начиная с кончика бровей, то есть зоны, да, вот височной части, отсюда до сюда. Угу. Можете глазки прикрыть. И давайте мы с вами так поделаем хотя бы 30 секунд. То есть вы сначала можете начать потихоньку.
Дорогие зрители, на этом наш урок массажа закончился. Я надеюсь, он вам очень сильно понравился. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал Pro Beauty KZ. С вами была Джунисова Асель.